Дамы и господа, всем привет, я Игорь Абросимов, и сегодня мы в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород встречает нас красивыми чистыми с иголочки лязиками, а также облезлым зданием метрополитена. Сегодня будем гулять по городу и кататься на метро, а также съездим на перегон и попробуем снять какой-нибудь красивый локомотив. Также мы в обязательном порядке спрячем призовую карточку, которую можно будет обменять на какую-нибудь крутую штуку, но я об этом скажу в конце видео. Очень рассчитываю, что будет на маршруте РВЗ-6, потому что иначе вообще можно сюда не приезжать. Погнали! А начнем мы со съемки поездов на перегоне Толоконцево-Киселиха, что в 15 минутах езды от Нижнего Новгорода. Здесь у нас два пассажирских поезда, 9-ка и 145-й. Перегон это вполне обычно, никаких сверхъестественных точек съемки на нем нет. Но фотография голубого P1M мне вполне даже нравится. Посмотрите, как красиво он смотрится на фоне сосен и молодых берез. Идет для сельской местности. Еще одна фишка перегона – это, как ни странно, пикетные столбики. Потому что они стоят на постаменте, на котором изображена пятиконечная звезда Красной Армии, судя по всему. Вообще-то мы хотели, чтобы появился хотя бы один ЧС-4Т, но дудки с маслом. Хорошо, хоть попалась синяя ПЭшка, уже довольно неплохо. Ну что ж, поехали отсюда обратно в Нижний, обмазываться троллейбусами и трамваями. Разберемся сразу с Нижегородским метрополитеном. Он довольно небольшой. Здесь всего две линии, представлены Автозаводской, на которой 12 станций, и Сормовской, на которой 4 станции. Работают здесь самые разнообразные вагоны метро. Это номерные, номерные и номерные. Это вот номерной .6К. В принципе, он от обычного номерного почти не отличается. Разве что у него чуть более новый кузов, и он окрашен по-другому. Ну и, соответственно, лицо у него отличается. Станции здесь типовые и отличаются только отделкой. Однако есть одна станция, которая явно выделяется среди остальных. Это Московская, на которой я сейчас и нахожусь. Особенность этой станции в том, что здесь под одним сводом расположились целых 4 пути и 2 платформы. Подобная станция есть и в московском метро. Это Нижегородская, недавно открытая. А так обычно подобные станции имеют 2 отдельных зала. Станция была построена в 1985 году. На ней пересекаются 2 линии, и можно сделать пересадку с Автозаводской на Сормовскую. Не стоит также обойти вниманием станцию «Стрелка». Она самая новая, построенная в 2018 году и открыта к чемпионату мира по футболу. Просторная, светлая, современная архитектура. Друзья, мы находимся на Канавинской улице, неподалеку от Московского вокзала. В этом уютном закуточке проходит линия разных трамвайных маршрутов, в том числе тройки, которая нужна нам, поскольку на ней работает вагон ЛМ-2008, переданный из Москвы. Вагоны эти довольно редкие, но если вы приедете в Санкт-Петербург, для вас они не будут каким-то большим сюрпризом. Однако за пределами Питера таких вагонов очень мало.
Раньше этот вагон работал в Москве, и примерно в 2018-2019 году его отдали в Нижний Новгород. К сожалению, таких вагонов в Москве уже не осталось. Место это очень крутое. Здесь сохранилась прекрасная историческая застройка. Много мелких деталей, на которые всегда интересно посмотреть. Взгляните на эти прекрасные резные элементы здания. Это просто очаровательно. Всегда интересно гулять в таких местах, где можно разглядывать различные исторические детали. Здесь сохранена атмосфера старого Нижнего Новгорода, каким он был много лет назад. Взгляните, например, на это здание по адресу Канавинская, дом 24. Очаровательное сооружение. У него каменный низ и деревянный верх. И особого внимания заслуживают его балкончики, которые находятся прямо над тротуаром. Друзья, Нижний Новгород – это город контрастов в плане трамваев. Здесь каких моделей только нет, на любой вкус. Начиная с Татр и заканчивая ленинградскими моторными. И Татра Т3, и Татра Т6Б5, и КТМ-5, и КТМ-8, и даже КТМ-23, правда они сейчас не работают. Полюбуйтесь, например, на самый распространенный трамвайный вагон – это КТМ-5. Как вы знаете, по всей России сложно найти город, кроме Москвы и Питера, где таких вагонов не существует. В принципе, КТМ-5 с бугелем – это символ Нижнего Новгорода своего рода. Или вот полюбуйтесь на КТМ-19. Трамваи выглядят как новые, а хотя выпущены в 2008 году, что не может не радовать. А вот екатеринбургский трамвай, модель 71407. Так что, как я уже сказал, здесь полный зверинец в плане трамвайных моделей. Да здесь даже Татр Т3, куча разных модификаций. И обычная Татр Т3, и модернизированная, и утенок, и страшный Татр Т3. Такого нет вообще нигде. Если вы вспомните, в Москве сейчас можно сфоткать в лучшем случае только 3 модели трамвая. Витязь, КТМ-23 и Татру. А тут вон сколько всего. Это же просто бомба. Обалдеть не встать. В одной из Татр Т3 мы решили прокатиться. Нам попался модернизированный вагон. Эту модернизацию делали, судя по всему, в Москве, на трамвайно-ремонтном заводе. Следующая остановка. Улица Народная. Осторожно, дверь закрывается. Я приятно удивлен. Вагон в отличном состоянии. В нем нету отваливающихся частей, и он едет довольно гладко. Пути, конечно, не идеальные, но позволяют неплохо разогнаться. Я бы даже поставил эту трамвайную систему выше Новосибирска, но чуть ниже Екатеринбурга. В Екатеринбурге все-таки получше. Хотя я, кажется, рано обрадовался. Мы отъехали от Московского вокзала буквально 5 минут, и тут начались более раздолбанные пути. Но все равно все еще лучше Новосибирска. Выйдя из нашей расчудесной модернизированной Татры, мы оказались вот в таком еще одном уютном месте Нижнего Новгорода. Это Народная улица. Здесь мы нашли довольно интересное граффити в виде коммунальной техники. Полюбуйтесь, как выглядит здесь трамвай на пути. Место здесь, конечно, очень уютное, но, к сожалению, рельсы довольно разбитые. Вагоны здесь ездят не так быстро, как хотелось бы. Здесь, конечно, необходим капитальный ремонт. Но спасибо, что хотя бы так работает. Среди троллейбусов здесь царит такой же зоопарк, как и среди трамваев. Но для простоты мы разделим троллейбусы на несколько групп.
Такие группы можно встретить в любом замкадовском городе. А внутри МКАДа, я напоминаю, троллейбусов нет вообще никаких. Первая группа — это ЗИУ-подобные. Все ЗИУ-9 разных модификаций, выпущенных на разных заводах. Их полно. В частности, за моей спиной сейчас стоит МТРЗ-шный ЗИУ-9, модернизированный на московском троллейбусно-ремонтном заводе. Вторая группа — это бэушные низкополые из Москвы. Ну и ЛяЗ-5280. Просто автобус с рогами. Типичный набор любого русского города. В целом подвижной состав довольно обычный, ничего сверхъестественного. Все то же самое, что и в той же Рязани. Только в Рязани все облезло и грязное, а здесь более-менее приличное. Хотя есть над чем поработать. Здесь даже водители наконечных моют свои троллейбусы. Учись, Рязань. Так, об автобусам-то что? ЛяЗ 52, 56, 26. ЛяЗ 52, 56, 57. ЛяЗ 52, 93, 2.0. 52, 93, 60. 52, 93, 70. 52, 92.67. То есть ты хочешь сказать, что здесь нет ни одного Икаруса? Ни одного Икаруса. Вот такой вот набор автобусов, господа. Ничего интересного, абсолютно. Господа, мы наконец-то добрались до Ильинской улицы, где ездит целый КТМ-8. Умереть можно не встать. Какой крутой трамвай. Такие раньше ездили в Москве, а также их можно встретить в Новосибирске. Хотя на самом деле они гробы. Уже вечереет, а мы сняли все трамваи, какие только можно встретить в Нижнем Новгороде. Да погоди, ну а как же РВЗ-6? А его под забор поставили месяц назад. Прямо как в Новосибирске с ЧС-2. Дорогие друзья, это был Нижний Новгород. Чего здесь только нет. И советская архитектура, и дореволюционная архитектура, и сомнительная современная архитектура, и трамвайный троллейбусный зоопарк, и бог знает что еще. Потрясающее место для посещения. Всем рекомендую. Конечно, в городе и проблемы тоже есть. И звуковая реклама, которая мне ужасно надоела. Да идите вы ко всем чертям со своей звуковой рекламой. И визуальный мусор в виде рекламных вывесок. Кругом реклама, 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 реклама. Забудь про рекламу, киса мурлыкает. Дамы и господа, пришло время прятать призовую карточку. Кстати, у меня объявление для подписчика из Рязани Алексея Тимакова. Поздравляю вас с тем, что вы нашли карточку на станции Рязань-1. Здравствуйте, Игорь. Получил вашу посылку. И сейчас я ее незамедлительно вскрою. Шелакс! О, с обращением. Это здорово, это интересно. Спасибо вам большое. Дорогие мои подписчики из Нижнего Новгорода, для вас у меня призовая карточка с электропоездом R2R 7047. Прятать ее будем под гигантской лестницей, но только не путайте, это не Чкаловская лестница, а другая. Видите вот этот столбик, на котором держится оградка? Считаем. 1, 2, 3. Поехали! Но поторопитесь, чтобы эту карточку нашли именно вы. В моем личном рейтинге, который, кстати, никого не интересует. Эй, я тут звук пытаюсь списать. В моем личном рейтинге, который, правда, никого абсолютно не волнует, Нижний Новгород занимает крутое 4-е место после Москвы, Питера и Екатеринбурга. Новосибирск, давай, подтягивайся, а то что это такое? Моим подписчикам из Нижнего Новгорода большой привет, а также призовая карточка. Ваш город очень крутой. Теперь настало время поставить этому видео лайк, подписаться на мой канал, а также подписаться на мой Яндекс.Дзен. Ссылочка будет в описании. Я там пишу статьи о том, как фотографируется железная дорога. Также посмотреть вот этот видос из Питера, а также и вторую часть. И вот это тоже. Обращаю ваше внимание. Стоит обязательно это посмотреть. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч.